О, мамма мия, мы в Италии. 10 дней рождественских каникул, 6 потрясающих итальянских городов и сотни километров на поездах и автобусах с огромным розовым чемоданом. Мы прогуляемся по древним улочкам Вероны, где когда-то очень давно Ромео признался в любви Джульетте. Проникнем в рыцарский замок средневековой Феррары и увидим роскошные покои аристократов и подземную тюрьму, где они держали своих узников. Это туалет, клозет. А потом отправимся на рождественский базар. Какой хороший был кадр. Полина, уйди отсюда. Послушаем уличных музыкантов, потанцуем, ну и, конечно, попробуем итальянских разносолов. Это сырокопченая колбаса с трюфелем. Прогуляемся среди роскошных палаццо рождественской Веченцы и постигнем искусство сладкой жизни в тусовочной Падуе. Ты можешь убрать свою странную камеру? Прокатимся на смешном трамвайчике по горам Южного Тироля и напоследок немного шиканем и поживем в средневековых апартаментах болонских аристократов. А в конце подсчитаем бюджет нашей поездки и очень удивимся. Ну, обо всем по порядку. Болонья – это город, в котором мы начали и закончили наш итальянский трип. А еще это родина пасты болоньезе и первого в Европе университета. В Болонье мы провели всего лишь один вечер. Прекрасный рождественский вечер. Soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse e poi l'amore tutte le attenzioni che sai dare e voglio differenza se mai mi vorrai ferire. Fatemi un applauso! Покупаем билеты из Болоньи в Феррару. Можно перевести на русский. Ну что, нельзя, что ли? Оль, мне это важно, мне нужно рассказать. Господи. Я говорила, я на это не подписывалась, поэтому... Я тебя не показываю, руки только показываю. Мне нужно рассказать, как покупать билет. Не нужно. Бездюмина. Ищем наш гостевой дом в Ферраре. Вот такая у нас симпатичная улочка. Вот у нас такой дворик симпатичный. Вообще местечко классное. Так, рассматриваем наши апартаменты в гостевом доме. Вот. Здесь трехместные апартаменты, то есть на семью. Давайте посмотрим, что у нас за окном. Ну, за окном у нас стена, в общем. Вид тут не айс. Вот большой шкаф. А эти апартаменты имеют общий санузел. То есть здесь 1, 2, 3 номера. И вот такой санузел. Вот такой санузел. Самый толстый черный кот, который я видела когда-то, переходит нам дорогу. А может быть, это беременная кошка черная. Сейчас, подожди. Ну, уже перешла. Интересно, а вот если беременный черный кот, беременная черная кошка переходит дорогу, это к счастью или к несчастью? Узнаем скоро. Феррара – это город тяжеловесных рыцарских замков. Остались они от аристократического семейства ДСТ, которое правило городом с XIII по XVI века. В средневековой Ферраре царил культ рыцарства и презрение к простому люду. Последнего нещадно обирали всякими налогами, и тот регулярно устраивал восстания.
Чтобы защитить себя и свои богатства, герцоги d'Este и строили дворцы, больше похожие на крепости. Сначала они возвели вот этот замок, палаццо Муниципали. Потом по соседству отгрохали вот такую великолепную махину. Замок герцогов d'Este – это самый узнаваемый символ города. Окруженный рвом с водой, с 4 огромными башнями и высоченными стенами. Замок строился целых 200 лет, но результат впечатляет и сегодня. Внутрь замка можно попасть. Сейчас там музей, где рассказывается о времени правления рода d'Este, людях и событиях этой эпохи. А еще можно спуститься в подземелье, где в тюрьмах и сидел тот самый эксплуатируемый простой люд. Тут еще дорожка идет вниз. Ёлки-палки. Я практически на карачках ползу. И что мы видим? А видим мы такую длинную келью, камеру. Здесь, видимо, что-то похожее. А, ребята, туалет. Это туалет. Клозет. А вот и вход. Да, жутковато. Из музея я попала сразу на центральную площадь с рождественской ярмаркой. Такой хороший был кадр. Полина, уйди отсюда. Ой, посмотрите, меня угощают. Это сырокопченая колбаса с трюфелем. Вот эта симпатичная женщина. Очень вкусно, кстати. Грация. В перерывах между едой и песнями я обратила внимание на это странное здание. Снизу торговые ряды, мягко говоря, убогонькие, а сверху величественная готика. Отыскав фасад этого здания, я увидела вот такую красоту. Кафедральный собор Святого Георгия – главный храм Феррары. Сейчас храм на реставрации, но я вам очень советую сходить в музей Кафедрального собора, где собрана уникальная церковная утварь и не менее уникальные произведения искусства из дворцов местной знати. Пока я снимала окрестности центральной площади, кафедральные соборы, рождественские рынки и герцогские замки, стемнело. И, к сожалению, я не смогу вам сейчас при свете во всей красе показать самую старую улицу Феррары, Вилла дель Вольте. Здесь люди поселились, начали строить свои дома. Ребята, послушайте, аж в X веке нашей эры. Она такая старая, она очень интересна. Ну, тут просто камни пахнут историей, понимаете? Они мхом истории, древности покрыты. Но она еще интересна тем, что дома соединяются такими подвесными арками. И в этих арках располагаются целые комнаты, окошечки. Улица очень атмосферная. Я смогу показать вам уже это при свете фонарей. Фонари, кстати, тоже очень аутентичные. Но я считаю, что это must-see. В этом какая-то душевность из Феррары, какая-то атмосферность необыкновенная. Обязательно посетите эту улицу.
Ты попала в кадр. Войдешь в кадр, я тебя поставлю. Зачем? Да потому что лезешь Да везде. не лезу я шла просто вперед, ты встала, начала снимать, а? Мы в Падуе. Здесь находится старейший в Европе Падуанский университет. Он был основан аж в 1222 году, а в конце 16 и начале 17 века здесь читал лекции сам Галилео Галилей. В Падую любители истории и искусства едут за фресками XIV века, которые сохранились в 8 зданиях города. Самые известные фрески Джотто можно увидеть в знаменитой капелле Скровений. Туда мы, к сожалению, не попали, так как сделать это можно только заранее, забронировав экскурсию. Мы зашли в находящуюся по соседству церковь Эремитани, где сохранились фрагменты фресок не менее великого Андреа Монтеньи. Храм построен в XIII веке монахами-августинцами, которые исповедовали отшельничество. В XIX веке Наполеон распорядился отдать церковь под казармы для солдат, но во время Второй мировой войны храм сильно пострадал во время англо-американской бомбардировки. К счастью, в Италии берегут каждый исторический камень, и по фотографиям храм восстановили, а могло бы быть иначе. Вот тут мы снесем и построим новую мега-белую дачу и огромное шоссе М6 сквозь вот этого молодого человека. И у нас будет парковочная станция на 1500 парковочных мест, H&M, Бершка и все, что вы любите. Давай объясни, что ты за нога большая? В советское время другие люди были. А если без шуток, то эта нога принадлежит святому Христофору, а нарисовал ее великий Андреа Монтеньи. От его фресок сохранились только две нижние детали, где изображено мученичество святого Христофора и перевозка его обезглавленного тела. Как хорошо после пищи духовной схомячить что-нибудь сладенькое. С этим в Падуе, да и во всей Италии проблем нет. Полина заказывает пироженки. Мы решили взять 6 маленьких пироженок и продегустировать их. У нас у девочек праздник. Ты можешь убрать функциональную камеру? Да, Полюш, это я должна снять. Ну вот я показываю вам, что мы заказали. 6 пироженок самых разных. Но дочка мне запретила снимать, как я ем. Придется вам поверить, что это вкусно. После храма и вкусняшек настал мой любимый ритуал знакомства с новым местом – праздно-шатательный. Падуя – город, по которому очень интересно бродить. Нырнуть в узкие улочки старого города с навесными арками и изысканно пошарпанными домиками. Где-то в этих закоулках выясняли отношения герои пьесы Шекспира «Укрощение строптивой». Вынырнуть на площадь и ахнуть от великолепия Палаццо делла Раджони, каменного дворца, возведенного в начале XIII века для заседаний городского суда. А потом застыть в восхищении перед красивой громадиной базилики святого Антония Падуанского. Это один из 12 итальянских храмов, находящихся в юрисдикции Ватикана и подчиняющихся напрямую Папе Римскому. А к вечеру, изрядно утомившись, посидеть на лавочке на самой большой площади Европы – Прато делла Валли, полюбоваться на небольшой канал, окаймленный 2 кольцами из 78 статуй. И, возвращаясь домой по шумным улицам Падуи, наполненными студентами, еще раз убедиться, что в этом городе правит молодость и любовь. Аптека в Падуе, рядом с ней стоит вендинговая машина, где в режиме 24/7 вы можете приобрести не только лекарства, но и все для того, чтобы ваш секс был приятным и безопасным. Посмотрите, сколько дюрекса представлено. Вам тебе и вибраторы, и смазки, и вот такие штучки, которые надеваются на мужской орган. В общем, ассортимент дюрекса в
представлен здесь в самом широком ассортименте. И обращаю ваше внимание, 24 часа 7 дней в неделю. На этой площади находится наш отель. Но самое прикольное, отель-хостел, у нас же хостел. Наш хостел находится в средневековой вилле. Мы находимся в старом средневековом здании. Посмотрите, маленький, как монашечья келья. И такое окошечко. Вот здесь столик. Но самый прикол в том, что у нас есть, посмотрите, у нас есть ключ от нашей приватной комнаты. То бишь, у нас комната 102. И вот по этому коридорчику мы идем в нашу ванную номер 102. У нас своя приватная ванна. Сейчас мы на нее посмотрим. Вот наш санузел, биде, туалет, ну, в общем, все как надо. Кабинка и я. В отличие от пенсионерской Феррары и молодежной Падуи, Виченца – город состоятельных буржуа. Много вилл и дорогих машин. И неудивительно. В Виченце развита текстильная и машиностроительная промышленность, и здесь изготавливают украшения из драгоценных металлов и камней. Аристократизмом и изысканностью пропитан каждый сантиметр этого города. Ребята, мы находимся в каком-то сумасшедшем ресторане, город Винченцо, 1 января, где рестораны вообще не работают. Ресторан называется «Ку-ку». Вы посмотрите на эту сервировку. Это хлеб. Хлеб с маслом – это просто как инсталляция художественная. А это стартер. Вот так выглядит паста, но потрясающая сервировка. Сервировка изумительная, посмотрите, как это все выглядит. Салфетка, это мои равиоли и вот так сложенные приборы. Вообще, конечно, прелестно. Ну а так вообще с Новым годом. Винченцо называют еще городом Андреа Палладио. Это великий, гениальный архитектор, который как бы заложил основы такой классической архитектуры, которая потом копировалась, переосмыслялась архитекторами во всем мире и в России в том числе. И вот здесь находятся самые знаменитые виллы и базилики, построенные Андреа Палладио, и они включены в список ЮНЕСКО. Мысль Палладио была такова. Он был фанатом античности, и поэтому считал, что если бы античные архитекторы жили в его время, то они бы строили жилые здания по примеру античных храмов. Это гармония, пропорциональность, чистота форм. Жители Санкт-Петербурга палладианской архитектурой не удивишь, потому что половина города выстроена в этом классическом стиле. И когда они приедут сюда, скажут, ну и что-то особенного. В Санкт-Петербурге такой фигни немало. Но на самом деле как бы все было заложено Палладио. Интересно, что копия, ну частичная копия палладианской классической архитектуры была заимствована и сталинским ампиром. Вот это знаменитая, вот если вы посмотрите, рустовка, это вот такие внизу на цокольном этаже такие большие камни, да, такие шероховатые, необработанные. Дело в том, что рустовка была придумана еще в Древнем Риме, древнеримскими строителями для того, чтобы защищать цокольные этажи здания от сырости и влаги, и чтобы они не повреждались от камней, летящих от проходящих мимо телег. Но со временем рустовка стала
декоративным элементом. И если вы посмотрите на здание сталинского ампира, то вы увидите, что все цокольные этажи отделаны псевдорустовкой. Рустовка – это все-таки камни сложные, а псевдо – это такой декоративный элемент, когда они как бы имитируются с помощью штукатурки и цемента. Вот, поэтому Палладио есть в Веченце, Палладио есть в Санкт-Петербурге, и Палладио есть практически во всех российских городах, где существует сталинская архитектура. Поэтому любим Палладио, знаем Палладио, приезжаем в Винченцо и смотрим, откуда все начиналось. старье, ну, что там Что там римляне строили? Ну, вот это вот сейчас это говнище, да? Вот это вот, ну хрень, реально, объективно, если мы вот подумаем, да? Ну, построили что-то, акведуки. Вот это, вот это ради чего мы перли. Пальцы показывают. Вот, да подожди, вот это, ребята, вот это, наблюдаем, вот это, ради чего мы ехали сюда, ребята, вот это вот металлическая вот эта вот конструкция. Я хочу, вот, женщину ее фотографировать, это мужчина, извини, пожалуйста. Это очень интересная конструкция. Я понимаю, что ничего не знаете, ну, вы как бы не образованные, я все расскажу. Вот это металлическая, это символ нового в формате странного. Ну, да что, не слепые, что ли, мать, вот, ну, типа, что я не виду, вот, это символ нового в формате старого. Ой-ой-ой. Девочки, он занят, он мой. Это какой, вот этот? Да, посмотри, на его штаны, мама, на штаны. Вот это панталоны, Матерь Господня. Очень сексуально. Я забуду, как это Лариса, как ее, Лариса Киплер. Это которая важные советы для женщин. Мужчина видит только тех, кто на них смотрит. Поэтому смотрите на мужчину. Смотря на мужчину, скажите о нем пару приятных слов, но также не забывайте о себе. Скажите, мы в Верону приехали. Скажите, что он неотразим, ну и вы чудесны. И сделайте 10 сжатий интимными мышцами. Тогда зрачки ваших глаз... Дыхание маткой. Нет, тогда зрачки ваших глаз расширятся, и от вас невозможно будет устоять. Да, но ты что, не знаешь? Мы приехали в Верону, ну ладно. Любуемся. Избитая фраза, что Верона – это город любви, на самом деле чистая правда. И Шекспир был не дурак, что сделал Верону местом встречи Ромео и Джульетты. Вслед за дочерью я тоже настроилась на романтический лад и представила себе свое идеальное свидание в Вероне. Встречаемся у античного амфитеатра. Потом по шумной торговой улочке попадаем на главную площадь города – Плаца дель Эрбе. Давным-давно здесь находился античный форум. В начале XIII века построили вот такого красавца – дом купцов в готическом стиле. А спустя 2 века зажиточная семья Мафеи возвела такой роскошный барочный дворец. На площади прямо на древних ступеньках можно перекусить и отправиться блуждать по старинным улочкам Вероны. Они приведут нас к красавице базилики Сан-Зено-Маджоре. Позже мы увидим огромный кафедральный собор Вероны.
Там мы передохнем и полюбуемся изумительными интерьерами. Потом прогуляемся по древнеримскому мосту и посмакуем живописные виды холма Святого Петра. Отсюда началась Верона. Поднимемся туда на фуникулёре, и перед нами откроется изумительная панорама древней Вероны. А когда зайдет солнце, проникнем в готический замок Кастельвеккио и поцелуемся на мосту Скаллигеров. Редкий русский турист залетает в Больцано. А зря. Город очень атмосферный. До Первой мировой войны он принадлежал Австрии, поэтому большинство жителей Больцано говорят на немецком и предпочитают немецкую кухню. Больцано – это столица Южного Тироля. Город еще называют воротами в Доломитовые Альпы. Неудивительно, что Больцано облюбовали любители горных лыж, хайкинга или релакса в горах, как мы с дочкой. Релакс начался с фуникулера, на котором мы поднялись в Верхний Больцано. Продолжился в трамвайчике, курсирующем мимо горных деревушек и живописных Альп. И закончился прогулкой к местной достопримечательности – горным столбам. Следующие 2 дня мы планировали провести в гостевом доме среди гор Южного Тироля. Вы только посмотрите на эту красоту. Это столица Южного Тироля, город Больцано. И вот панорамой этой изумительной мне придется любоваться целый час. Потому что из города Больцано на региональном автобусе мы отправились в горы Южного Тироля. Автобус опоздал на 5 минут, и мы опоздали на стыковочный автобус. И вот на этой остановке, где сейчас моя дочка стоит, нам стоять еще целый час, любоваться на горы Южного Тироля и мечтать о том, когда мы доберемся до нашего домика с тирольскими пирогами. Вот дождались мы нашего автобуса, едем под индийскую музыку, потому что водитель индус. Вот едем в таком автобусе, нас всего лишь 3 во всем автобусе. Ты настроил этот молодой человек. Да, еще, а 4-й наш чемодан огромный. Да, 30-килограммовый чемодан, который мы везем с собой в горную тирольскую деревушку. Зачем мы его туда везем? Не расскажем, потому что сами не знаем. Чего ты хочешь сказать? Неплохо. Ребят, смотрите, какие виды открываются. Обалденно. Шикарно. Голову покажу и все. Остановлюсь. А то я не могу остановиться, я все показываю. Мы добрались до нашего домика в горах. А вот такой вид открывается с нашего номера, ребят. В общем, 2 автобуса, час ожидания. И эти жертвы стоили того, потому что целых 2 дня мы будем сидеть, правда, здесь кто-то уже курил, мы будем сидеть на этом балкончике и любоваться вот этой нечеловеческой, божественной, космической красотой. Вот так выглядит наша улочка. Я перехожу дорогу. Улочки здесь изумительные. А Болонья, где мы остановились, это город портиков. Те тротуары – это сплошная одна галерея портиков.
Вот вход в наш отель. Здесь, между прочим, живут обычные люди. Вот так выглядит вход. Посмотрите, какая старинная. И вот мы попадаем во внутренний дворик. Ну, как вам? Итальянцы все старое сохраняют. Древности – это же роскошь. Не каждому она передана по наследству, и это надо беречь. Вот видите, это, видимо, для коней какие-то были приспособления. Вот он, дворик, зеленый. Я думаю, что летом здесь стоит запах изумительный. Вот. А дальше мы идем в номера. Это обычные квартиры, в которых живут, ну, может быть, необычные, состоятельные болонцы или те, кому досталось по наследству. Посмотрите, какие двери. Это почтовые ящики. Они, наверное, они, конечно, современные, но они стилизованы под общий стиль этого места. Вот, видите, такие двери. Остался еще старый звоночек. Еще одна дверь, даже двойная. Посмотрите, какие ручки. Letter, звоночек, название. Это больше похоже на кабинет. И мы отправляемся по лестнице наверх. Вот такая лестница ведет наверх. Уже видавшие виды, старая-престарая. И между этажей стоит скамейка. Ребят, я не буду лишний раз говорить, что все это старинное. Здесь новодела нет совсем. А посмотрите, как украшена лестница. Ну вот умеют они, гады, вот умеют они создавать произведения искусства везде. На кухне, дома, на улицах, в одежде. Удивительная, конечно, нация. И мы заходим. Это лобби. Вы полюбуйтесь, шкаф. Многоуважаемый шкаф. Сколько ты видел людей, времен, эпох. Бронзовая люстра. И далее мы отправляемся в еще одно фойе. Вот здесь находятся наши комнаты, апартаменты. Я вам их покажу. И опять красота. Это же красота. Вот эта красота здесь каждый день. Посмотрите. И вот такая кухня. Но она больше стилизована, конечно, под 60-е годы. Это вот холодильник задает общий тон. Смотрите, такой старый холодильник. И вот такой шкаф. Тоже где-то годов 60-х, стулья. Ну, не венские, но похожи на венские. Но самое интересное, ребят, это вид. Посмотрите, какой вид открывается из окна, из террасы отеля. На эту террасу можно выйти. Там, по-моему, дождь. Сейчас проверим дождь. Посмотрите, здесь мы сидим, пьем кофе либо вино. И что нам открываются? Нам открываются средневековые улицы Болоньи. Эти длинные, нескончаемые портики. Эти средневековые башни. Ну и теперь наши хоромы. Посмотрите, какая комната с картиной, у изголовья кровать. Кровать. Вот эти двери мне очень нравятся. Двери, такие старинные, шкаф. Но самое главное в этой комнате, даже у нас есть, смотрите, у нас есть своя, ну не мини-кухня, уголочек такой, чтобы принять пищу. Ребят, посмотрите, какой у нас видос открывается. Мы живем недалеко, в 800 метрах от центра. Красотень. Вот и закончилось мое путешествие по Италии. Честно говоря, редкий случай, когда после долгого путешествия я не хочу уезжать. Мы столько слышим про то, что в Италии сложная экономическая ситуация, безработица и прочие
трудности, но по самим итальянцам этого сказать нельзя. Итальянцы овладели искусством получать удовольствие во что бы то ни стало. Получать удовольствие, даже если на улице дождь, даже если экономический кризис, даже если там какие-то семейные неурядицы, они кайфуют. Они кайфуют, и вместе с ними в эту атмосферу кайфа, гедонизма, обжорства попадаешь и ты. Поэтому приезжайте в Италию, если вы хотите почувствовать вкус жизни, вкус пищи, вкус красоты, вкус истории. Италия – это самое лучшее место для путешествий. Но я надеюсь, вам понравилось мое путешествие. Если да, то лайкните. Спасибо вам большое за то, что вы лайкаете. Это продвигает мое видео и помогает развивать мой канал, ну и вдохновляет меня на новые путешествия. Пока! Ваша Юля. Будьте счастливы!